Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 марта. Давайте узнаем, что по судьбе в этот период, что идет именно в вашу жизнь, с чем это будет связано. Астрологически у нас период ретроградного Меркурия, который продлится до 20 марта. И еще очень много энергии именно рыб. У нас Марс в рыбах, у нас Солнце по 19 марта в рыбах. Это уже с 20-го Солнце будет в Овне, и больше будет как жизненной активности, энергии. Но это доброе время, которое нам помогает с чем-то так вот спокойно разобраться. Я должна сказать, что для вашего знака зодиака это относительно спокойное время. Пусть это для кого-то совсем вы ощущаете неспокойно, но в целом, это, знаете, хочется сказать, что вас никто не тормошит. И я допускаю, что у кого-то именно время, когда вот необходимо заняться собой, может быть, даже здоровьем, и не в целях там, потому что вы заболели, а в целях профилактики. Ну вот где-то именно для вас так может проигрываться. Но я должна сказать еще и поддерживает где-то вас, потому что вы знак зодиака стихии Земли. Здесь будет вас поддерживать прямое движение Урана в Тельце и одновременно 6 марта до конца месяца Венера в Овне. То есть тут, если и есть активность, она, знаете, такая четко дозированная, ровно столько, сколько надо. Или целесообразно, вот хочется сказать так. А Уран, последний вот этот завершающий уже аккорд Урана вам будет помогать что-то завершить или правильно начать. И где-то этот период нам очень даже соответствует. Март месяц, когда прошлое словно возвращается, чтобы окончательно завершиться. И одновременно закладывается фундамент нового жизненного цикла. Давайте рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Вот смотрите, вот сразу знаки судьбы я собиралась достать на этой колоде. Это у нас 78 дверей. Карты перевернулись. Смотрите, две восьмерки. Какой-то однозначный выбор или однозначный вывод. По этой карте мы ищем, как искали долго даже выход. Что-то просчитывали, пытались на что-то решиться. И вот теперь как будто врата открылись. Я должна сказать, это будет, скорее всего, какая-то новая концепция либо заработков, либо вашего взаимодействия. Но я даже не могу сказать, что с кем-то. Тут больше нам показан тот человек, который действует по собственным принципам. Да, это тот мастер, который работает сам на себя. Кстати, я не исключаю, что кто-то из вас свой проект будет, ну, как продвигать, развивать. Пусть это только первые даже шаги. Но тогда эта карта говорит большому кораблю большое плавание. Это определенно есть смысл. Тут тот проект, который долгое время как будто подзастрял или не шел, не двигался. Здесь вы будете видеть, надо же как, вы можете даже так вот удивиться, как сказать себе, ну надо же, какая мистика, потому что то, что мы считали малозначимым или, ну это, знаете, сродни так, пусть будет, да, может быть, так, на всякий случай у вас это оставалось. Или вы где-то даже думали, что, ну, 50 на 50. А здесь вы понимаете, что да нет, вот как раз у этого-то корабля и большое плавание. Могут быть такие метаморфозы. Или это касается заработков, или это, мои дорогие козероги, будет касаться какого-то конкретного вида деятельности. Или раньше был дополнительный источник дохода, а теперь это будет постоянный. С учетом урана кто-то может прийти к выводу, раньше деньги буквально хранил в одном банке, на одном счету, а тут вы скажете: "А нет, теперь уже не один, а 2, 3 счета. Банк не один, а может быть 2, 3". То есть вот тут есть какая-то взаимосвязь. Или это через работу, творчество, либо какая-то финансовая история. Ну ладно, это у нас сам перевернулся такой первый знак судьбы. На этом делают акцент. Второй знак судьбы. И посмотрите, у вас аркан Верховная Жрица. Это нам о чем? Приближается то время, когда вы вот совсем скоро как заключительные аккорды будете делать. Возможно, по отношениям у кого-то проиграется так. У кого-то это будет связано, возможно, с путешествиями или с переездом. Долгое время вы как будто, ну, как в заточении, в какой-то клетке могли находиться. Дверь открыта, да. По девятке мечей мы говорим, это карта искаженного восприятия.
Так вот это у нас как будто, у вас, мои дорогие, по какой-то теме вот вы чего-то не видели. Это все то, что я говорила. Или где можно денег заработать, или где можно построить карьеру. Тут явно какие-то достижения. Или куда можно конкретно переехать. Вот что-то тут такое вот, да. Пусть это у кого-то даже касается взаимодействия с людьми по работе или взаимодействия с людьми по той задумке, мечте, которую вы хотите осуществить. Тут действительно вам приходят те возможности, о которых вы когда-то думали, но вы почему-то не придали этому значения, не видели перспективы. И здесь, знаете, о, эврика, ясность какая-то у вас наступает. Это правда. Ну, для кого-то это может быть, как вы узнаете, новость. Вы были в чем-то уверены, и именно новость или какая-то информация вам открывает глаза, как будто пора действовать. Третий знак судьбы. Здесь еще может быть, да, это никаких иллюзий, во-первых, нам карта говорит сразу. Но может быть еще где-то в районе 10 что-то нас как будто держит, да. Хочется именно, чтобы то, что мы предполагаем, должно развиться в какой-то красивый сюжет, чтобы это в точности так и состоялось. А карта нам говорит нет. Козерог, будь внимателен, точно, будь внимателен. Вы знаете, обе карты нам говорят. Не возвращайся назад. Ты там был. Ты там все испробовал, дорогой козерог. Ты уже все сделал, все, что мог. И тебе уже пора выходить из этого состояния. Ваше время на выхода на авансцену. Как только мы начнем притягивать искусственно или бросим какой-то проект, которым мы занимаемся, или наоборот, вот, кстати, допустим, у вас несколько проектов, да, вот неважно, чем вы занимаетесь, какая у вас тут работа или какие ваши планы, вот, может быть, и так, поставленные цели. Тут может быть, знаете, такая какая-то многоходовочка или многогранность в плане целей. И может быть даже такая метаморфоза, то, что вам приносило, к примеру, доход раньше, причем точно такой стабильный, но вы когда-то начали какой-то проект или задумались об этом, ну, может быть, сделали робкие попытки, потом махнули на это рукой, и тем не менее, вот как будто сейчас было бы неплохо это продолжить. Тут будет иметь продолжение, причем стремительное продолжение. Могут иметь те дела, которые для вас относительно новые. Или относительно вы еще даже как будто только повышаете этот профессионализм. Может быть, даже чему-то учитесь, обучаться вообще в принципе в этот период шикарно. А не бросить все силы на какой-то старый замшелый проект, может быть, и знакомый, где мы уже действуем на автоматизме, вот это как дорога в никуда. И посмотрите, закрытых дверей, по сути дела, нет. И здесь ведь дверь не закрыта. Здесь нам показан мастер, который, наоборот, показывает себя, демонстрирует, иными словами, как рекламу себе создает. Все прозрачно, пожалуйста, наблюдай. Посмотри на мой профессионализм, как будто так. Но и вот единственная заноза – это вот эта десятка жезлов, как будто вот этот человек. Может быть, он шел по долгому коридору жизни, и все двери открывались именно от себя. А здесь последняя дверь, которая уже вот, он видит, что он уже близок к этому выходу. И он по привычке толкает дверь, а дверь, просто ее нужно аккуратно, чуть-чуть, обратное движение сделать, потянуть на себя, а не толкать. Вот что-то такое, понимаете, чего мы можем не видеть. И думаем, что мы-то все правильно. Человек уже негодует, но никто не приходит на помощь. Тут есть какая-то тема, которую только вы сами должны принять это решение. Здесь ни советчики не помогут, я бы сказала, еще и путаницу какую-то у вас внесут. Может быть, для кого-то действительно как выбор проектов каких-то, да. Одно дело то, что вам знакомо, где вы уже как будто профи, да, а здесь вот есть элемент новизны, именно это будет как прогресс. Вот так красноречиво говорят карты. А мы можем испытывать иллюзии по прошлому, а нам нужно изменить методы. Неожиданно это вообще что? Какая-то аналитика вам совершенно необходима. Может быть, для кого-то из вас. И я допускаю, что необходимы будут даже как будто, ну, как в разведку куда-то поехать. Или найти информацию, может быть, даже через интернет. Это вы будете искать информацию для того, чтобы как найти подтверждение, стоит заниматься чем-то или нет. По этой карте человек у нас прогуливается мимо двери. И, может быть, это, знаете, как
Ему нужно вот именно здесь оказаться, что-то увидеть своими глазами, а с другой стороны человек не желает быть узнанным. Если мы уберем вот эту трость, да, закроем. Человек в темных очках прогуливается мимо. Да и трость-то она не направлена в сторону двери. Это словно вовремя одеть шапку-невидимку. У кого-то это может касаться даже отношений, кстати, да? Когда какие-то взаимоотношения, может быть, строились на, ну, было взаимопонимание, а может быть, была и общая мечта, и все равно потом это как будто уперлось в глухую стену недопонимания. Разные люди, разное общение, разные, ну, может быть, и менталитет у кого-то разное воспитание, вот даже так, да. И, может быть, это были сложные отношения, когда иллюзии есть, а потом какой-то, как шлагбаум, как, знаете, отношения на паузе, когда мы сидим и думаем, да елки-палки, что же это происходит? Как понять этого человека? У кого-то это личная жизнь, у кого-то это может быть, ну, даже с руководителем. Вам что-то было обещано, но не было выполнено. И теперь вы будете более таким, ну, может быть, даже как серый кардинал по этой карте, вот этим человеком, который отправится в разведку, но только лишь для того, чтобы для себя правильно расставить приоритеты, а не еще раз соскользнуть в какую-то, знаете как, омут или в какое-то зыбкое такое состояние, когда вы теряете время и, может быть, даже понимаете, я теряю время, но прогресса-то вот нет. Вот ваша задача, мои дорогие, очень четко, красноречиво нам говорят все карты, колоды 78 дверей, как будто двери эти, вот эти двери. Мы должны еще подумать, нужно нам туда заходить или нет. И если мы видим, что все-таки да, тогда тут все равно методы нужно менять, мои дорогие. Хотя я точно так же, еще один вариант, мои дорогие, как знак судьбы. Какой-то человек, знаете, как ни в чем не бывало, может пытаться вернуться в вашу жизнь, и тогда не стройте четко иллюзий. Не надо. Тут, если человек изменился, хотя и, кстати, время, несмотря на то, что это у нас всего лишь ретроградный Меркурий, но тут именно планетарные другие транзиты именно складываются так, плюс конфигурация вашего Сатурна, когда могут люди возвращаться. Ну, вот так вот, как между прочим, как ни в чем не бывало. Но если была какая-то грустная история, когда вы уже сделали выводы, тогда не надевайте на себя розовых очков. Вряд ли человек изменился. Человек мог за вами долгое время наблюдать. Кто знает, может быть, это и будут какие-то манипуляции. И я должна сказать, по четверке мечей мы наводим порядок в собственной жизни. Ну, может быть, сначала как в разведку. Нужен нам такой порядок или нет? Или потом мы скажем, такой хоккей нам не нужен, да? Ну, вот так. Крылатая фраза, которая уже как классика. Итак, давайте продолжим. Ретроградный Меркурий. Что из прошлого, в чем вы поставили точку, окажется как продолжение. Следует. Вернется, как будто, может быть, и неожиданно вернется. Что скоро случится, что скоро произойдет, как главное событие с 10 по 20. И к чему это все идет, что это будет дальше, то есть какая конфигурация в дальнейшем сложится или имеет предпосылки. Что ждет козерогов? Любовь, личная жизнь, ну и в целом взаимоотношения. Что ждет козерога в плане финансов, ну и что ждет в плане самовыражения, вашей самодостаточности, может быть, обучения, важные контактные лица, персоны, ну или просто важные бумаги, документы. Итак, что же там неожиданно из прошлого? «Здравствуйте» вам скажут вполне вероятно. Или для вас это будет неожиданно. Вы уже расставили все по местам. И вот появление человека. Нет, мои дорогие, здесь вот все то, что я говорила о каком-то вашем проекте. Или для кого-то желание переехать. Знаете, это вы сейчас выбираете направление как минимум лет на 10, а я бы сказала, как по Плутону, на 20. На почти на 20 лет вперед. Пусть это для вас, для кого-то скажет: «Вот о чем ты говоришь? Я вообще не знаю, что завтра будет». Да и я не знаю, что завтра будет, прямо скажем. А вы проанализируйте всю свою жизнь. Особенно вот для тех, может быть, даже кто помоложе, да, тот, кто успел родиться, и ведь это 20 лет, когда в вашем знаке зодиака был Плутон. Ох, он там настроил новоял, можно сказать, да. Так вот, кто-то из более молодого поколения, они еще даже не знают, они выросли в каких-то препонах, предубеждениях, в каких-то рамках, в сложностях.
они, в принципе, еще не знают, вот как не вдохнули этот воздух свободы. Те люди, которые постарше, уже умудрены опытом, вы знаете, что нет, бывает тут и по-разному. Вот как будто заканчиваются какие-то, может быть, последние штрихи все равно над каким-то прошлым. Вы еще можете буквально вот в этот период, как и марта, а с учетом Сатурна до конца июля. И значит, это вы как готовитесь вот эти 20 лет. А кто такой Водолей? Это яркая индивидуальность. То есть это совершенно какой-то противоположный по энергиям будет период вот этот последующих 20 лет. И вот с чем вы теперь, может быть, определитесь, будет как раз и означать как и место проживания, пребывания, так и чем вы захотите заниматься, что вас заинтересует, время, когда сбываются наши мечты. Я на своем сайте в гороскопах, как петля реальности, у меня есть такие статьи «Коридор возможностей» на 2026 год. Я описываю именно вот эту петлю реальности и с учетом в том числе ретро-Меркурия. Ну, давно уже написала статью, но кому интересно, ссылка в описании под видео. Это, знаете, мы как между двух зазеркалей. Это не просто мистика, это вот время у нас такое, как будто мы без времени, да. Вот может создаться такое ощущение, когда нам даже мечта из прошлого, которая была именно на уровне где-то нашего разума, или как полета фантазии здесь может стать реальностью. Поэтому верьте в свою мечту, мои дорогие козероги. Вы очень надежные, стабильные люди. Вы сильные люди. Иногда, может, не хватает вдохновения, а потому что козерог слишком ответственно подходит к решению вопросов. Понимаете, вам нужно, ну, может быть, с какой-то долей перфекционизма именно что-то завершить. Это вопрос чести, как будто, может быть, это на самом деле ну, так это где-то и мешает, потому что по Плутону Водолея это все-таки легкость, мои дорогие. Это именно индивидуальность, раскрытие собственных талантов. Много сказала, но я надеюсь, эти подсказки вас на что-то вдохновили. Найдите хотя бы один повод, чтобы быть счастливым, мои дорогие. Что же в ближайшее время? А доставать будут Козерога, оно и понятно, потому что как я сказала, вы люди надежные. Свали на козерогах вот 7 каких-то задач или какие-то дела, которые вообще-то призван делать совершенно другой человек. Но козерог, он дотянет эту вязанку как будто из этих жезлов, правда? Но вы-то потеряете время. Вот еще одна карта, которая говорит: занимайся только своими делами. Как будто не откликайся. Ты имеешь вариант в чем то застрять, когда ты именно как-то неправильную вот эту рокировку возьмешь, да, вот все то, что я сказала. Ладно, так а с чем это связано? Событие, что скоро случится, что скоро произойдет. Рационализм. Вы знаете, вы можете узнать какую-то новость или у вас состоится какая-то важная беседа. У вас, я могу сказать, у вас может, ну, где-то вот назовем это персоной, неважно. У кого-то это проиграется через контакты более личные или ближайшее окружение, а у кого-то это будет касаться именно работы, может быть, да, взаимодействия с кем-то. Вы можете услышать даже новость, что вот-вот что-то изменится. Вас может где-то одолеть даже такая эмоция, ну, где-то как разозлить. И это в хорошем таком смысле. Никто этого не увидит, но это, знаете, как такой триггер для вас. Как мне это надоело. И вот вы знаете, как ни странно, мои дорогие козероги, когда вы себе это скажете, о чудо, происходит какая-то добрая трансформация в вашей жизни. Потому что что-то вам надоедает. И вот с этого момента будущее пытается войти в вашу жизнь. Именно надоедает. Вы действительно можете узнать, что кто-то с вами хитрил. Вы можете, кстати, столкнуться с какой-то ситуацией, когда именно вас как будто даже по работе, к примеру, вы заняты своим делом, да, пусть я сказала, что вы ресурсные люди, и на вас любят какие-то дополнительные задания, поручения, чтобы они, так знаете, были выполнены, ну, на 5 с плюсом, ну, или на 10, смотря какая там шкала, да. И приезжает проверяющий, а вот именно встречать его, беседовать с ним или демонстрировать документы, что-то пояснять по цифрам доверяют вам. Вообще это должен заниматься кто-то другой или как минимум руководитель. Ну, доверит, например, вам. А у вас своих дел, вагон и маленькая тележка. У вас своих планов. Вот здесь может быть и такой момент, когда мы видим, что нас пытаются подставить,
когда мы видим, что нас пытаются обвести вокруг пальца, когда нас пытаются как будто, ну, знаете, вот именно на передовую кинуть. Хотя это вопрос-то вообще-то не наш. И мы пытаемся себя буквально защитить. Причем кому-то защищать, как будто вот мы должны срочно куда-то поехать. У кого-то это будет символично, ну, буквально быстро собрались и куда-то отправились. Вполне вероятно, это как инстанции, а может быть юристы, адвокаты. Начинается период драйва, так и хочется сказать. Начинается период быстрых каких-то скорых перемен или неожиданностей. Но каждая неожиданность, она зачем-то идет в вашу жизнь. Опять же, посмотрите, когда в моем раскладе совпадают две карты, а тем более старшие арканы, да на двух разных колодах, слушайте свою интуицию. Не давайте себе много информации. Уходите всеми способами, чтобы о себе много не рассказать. Не позволяйте людям, знаете, как взять с вас какое-то обещание или подписывая документы. Просчитывайте, мои дорогие козероги, чтобы не попасть в какой-то просак. Может быть, буквально не берите кредиты или какие-то, ну, как письма, обязательства, да, тоже не давайте, потому что вы в этот период рискуете, как уже обязательство дал, и приходится эту волынку тянуть. Но тут явно будет что-то новое, в чем вам не надо участвовать. Вам нужно красиво выйти из игры. Это будет касаться либо новости, либо неожиданного появления человека. Вот я говорила, словно шапку-невидимку, как будто раствориться нам нужно. Вам нужно разведку эту совершить, пронаблюдать или найти нужную информацию. Не все откровенны, мои дорогие. Ладно, а что же это будет дальше? К чему это все идет? Тут может быть тот человек, который на вас либо имеет виды, либо у кого-то и по королю жезлов, может быть, это даже и руководитель, который, ну, где-то рассчитывает на то, что вас может либо на какое-то дело уговорить, а может быть и втянуть в какую-то игру. Вот не давайте себя втянуть в какую-то игру. Хотя я точно так же могу сказать, если вы правильно с чем-то определяетесь, здесь ваш, посмотрите по аркану император, статус ваш меняется. Я должна сказать, что король жезлов – это именно лидер. Это руководитель, это начальник, тот, который отдает приказы. Но это не тот, который работает за других. Вот я где-то об этом только что говорила. Мои дорогие козероги, вам пора задуматься о смене статуса, даже по работе. Когда не на вторых ролях из-за кого-то вкалывать до седьмого пота, вы-то можете, я это знаю. Но, наверное, тут надо о себе вспомнить, о своих собственных планах, мечтах. И уж точно себя по аркану звезда мы не ставим на вторые роли. У вас возможность, понимаете, тут какая конфигурация. Вы можете выполнить какую-то работу, а бонусы получит другой. А о вас никто не вспомнит. Более того, еще и хитрить начнут. Вы понимаете? Потому что кто-то не захочет делиться. Вот я даже так вот могу это предположить. Может быть, жестковато звучит, но ведь у каждого тут своя задача. Добрый период вам дарит или даже позволяет где-то все то, что происходит, заставляет, мне хочется сказать, вас, мои дорогие козероги, открыть глаза на происходящее. Вот нельзя на что-то закрывать глаза, это точно. Тут ведь у вас на кону именно новое качество жизни. Причем в новых возможностях, с новыми ресурсами. Когда это не вы именно по указке что-то исполняете, а когда вы уже словно этот император. Конечно, кто-то из вас будет продолжать, например, оформление документов. Может быть, кто-то столкнется с чиновниками высшего ранга, с какими-то специалистами. Может быть, вам придется отправиться в высокие инстанции, ведь это власть, закон, порядок. Но как будто в этом законе, в этом порядке, в этой власти вы должны свою как миссию выполнить или найти свое место. Вот такой посыл вам дают карты, и это что будет дальше. Это как задача. Что ждет козерогов в любви в личной жизни? Ну, тут, наверное, ничего не меняется. Хотя тоже у кого-то все, наверное, все то, что я говорила, перекладывайте на себя. Будут и подсказки. Потому что у кого-то это будет та история, когда отношения вот как на паузе, ничего не развивается. А для тех, кто, ну, в принципе, в хороших отношениях, все относительно стабильно, здесь просто, ну, нет каких-то перемен. Все таки с 10 по 20 не такой большой срок для истории. Здесь, скорее всего, останется на прежнем уровне. Ну, давайте еще одну карту.
Но кто-то вот из этой паузы задумается выйти. Вот это, к примеру, когда, да, как, не развивающиеся отношения. Или для кого-то из вас это будет проигрываться, как вот этот переезд, который вы будете планировать. Тогда не скажу, что по старшему аркану никогда в 10 дней не проигрывается. Вполне вероятно, вы будете добывать какую-то информацию, у кого на кону именно поездка или переезд. Вы будете работать с информацией для того, чтобы это осуществить, как провести уже какую-то демаркационную линию. Но рисковать не хочется. Давайте еще спросим, что же в любви, в личной жизни. Тут знаете, вот правда, здесь вы для тех, кто в паре, то это, знаете, общие планы. Это как вы в одном направлении будете видеть, есть какая-то поддержка. Но я должна сказать, что для тех, кто один или одна, наоборот, тут вы для себя новые цели поставите именно для своей личности. А для тех, кто в сложных отношениях, вам тоже, скорее всего, захочется больше не повторять какую-то известную историю. С учетом десятки кубков это могут быть какие-то как возможность, вроде бы та возможность, которая дает, ну, найти общий язык, помириться. Но если прежде что-то многократно уже напоминало качели, то, скорее всего, кто-то выберет завершение. И лучше пусть будут новые отношения, и я построю свое личное счастье. И правда, тогда карта будет говорить: не расстраивайся, тогда вот не цепляйся за это, опять же, прошлое, да, вот нам говорят. Или не, даже если что-то пытается, как человек, усыпить в твою бдительность, не купись на какие-то эмоции. Это иллюзия. В деньгах тут тоже какой-то выбор, мои дорогие, не все так просто. Опять же, вторая карта — семерка чаш, поэтому тут кто-то, вот все то, что я говорила вот по этой позиции, может совпадать именно в финансовом эквиваленте, когда вам нужно очень аккуратно тратить, как будто и по-новому зарабатывать, или браться за те проекты, которые перспективны. Вполне вероятно, вчера был один перспективный проект, а сегодня будет другой, точно. Или с элементом новизны, или в других методах, в других способах. Может быть, да, вы никуда не увольняетесь, вы будете работать, ну, где-то на том же месте, может быть, в той же должности, но именно теперь вы закладываете фундамент вашего роста, вашего профессионализма, нового статуса, новых заработков. Мои дорогие, не упустите возможность. Колесо фортуны, нечего добавить. Так что же там по части статуса, достижений? Ну вот я уже говорила не раз, пусть эта карта нам выпала в самом конце, что кто-то хитрит, юлит, изворачивается, пытается, ну, как переложить на вас какую-то меру ответственности. И, может быть, это через финансы тоже как бы с вами, ну, провзаимодействовать именно так, чтобы какому-то человеку это было в плюс. Никто о вас думать не будет. Вот это примите к сведению. Вот вы здесь немножко, ну, вполне вероятно, как будто сами по себе. И это для вас дает определенную возможность, когда вам мешать-то никто не будет, но самому себе не помешать, не соскользнуть в какой-то омут мыслеобразов или в желании, чтобы было как всегда. Вот, мои дорогие, тут точно будьте внимательны. Мы ведь рассматриваем документы, встречи, контакты, договоренности, какие-то, может быть, и через нотариуса документы. Здесь нельзя что-то себе сделать в минус. На кону деньги. На кону, вот опять же, мы только что говорили о колесе фортунов. Поэтому, подписывая документы, прочитайте все то, что написано мелким шрифтом, а когда это финансовый документ, просчитывайте буквально математически. Здесь именно какая-то может быть как хитрость по части привлекательности ваших ресурсов и в том числе финансовых. Именно вы сами кому-то интересны. Начните быть интересными самим себе. Но это требует от вас не о себе, может быть, много не рассказать, хотя бы тем личностям, которые у вас задают вам, точнее, наводящие вопросы и пытаются выведать что-то. Для кого-то из вас это может быть карта, когда наступает время забрать свое, но тогда это вам нужно, я не имею в виду ни о какой хитрости, но, может быть, свое забрать — это окончательно себя в минус какой-то или ноль не увести. Почему бы нет? Я вот больше вижу именно так. Посмотрите, какое для вас волшебное время. Десятка кубков, колесо фортуны.
девятка чаш. И здесь император. Изменение статуса, изменение карьеры, изменение возможностей, в том числе финансовых, на далекое будущее. Но от вас, вот как этой верховной жрицы, это карта независимости, у вас их две. И по верховной жрице мы скорее отступим полшага назад, нежели быть включенным в ту ситуацию, которая нас затянет как в омут. А кто-то выйдет сухим из воды, а мы будем долго расхлебывать какой-то ненужный нам сюжет. Вот примите это к сведению. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на телеграм-канал. Я буду вам искренне рада, а я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.